Сегодня мы поговорим о причине инфаркта у молодого мужчины на примере клинического случая с комментарием врача-кардиолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Что явилось причиной инфаркта у молодого мужчины? На недавнем дежурстве к нам в больницу по скорой привезли 33-летнего мужчину с диагнозом инфаркт миокарда. Примерно в час ночи он проснулся от очень сильных болей в груди. Пациент считал себя абсолютно здоровым человеком, регулярно занимался в фитнес-клубе, как он считал, следил за здоровьем. Поэтому такая боль для него была полной неожиданностью. По ЭКГ мужчины бригада скорой помощи диагностировала инфаркт миокарда нижней стенки сердца, и поскольку до нас им было ехать далеко, решили провести тромболизис, то есть пациенту был введен препарат, который растворяет тромб. После тромболизиса и обезболивания боль стихла, а мужчина был госпитализирован. Обычно при поступлении молодых пациентов хочется понять, что же преждевременно привело его в наш стационар. Чаще всего причину удается выяснить довольно быстро. Обычно это неблагоприятная наследственность, сахарный диабет, давнее и очень активное курение или употребление алкоголя. Обстановка реанимации действовала на пациента максимально угнетающе. Мониторы пищат, аппараты ИВЛ издают какие-то странные звуки, а вокруг лежат пожилые пациенты в тяжелом состоянии. Из-за всего этого на мои вопросы пациент отвечал коротко и отстраненно. «Не курю, не пью, спортом занимаюсь, за давлением слежу». Оно и вправду, несмотря на инфаркт. Стресс было в пределах нормы. Родители живы и здоровы. Холестерин и глюкоза в норме. Недавно проходил диспансеризацию. Мы быстро подготовили пациента к операции, и ему максимально быстро выполнили коронарографию с последующим стентированием правой коронарной артерии. Уточню, что эту процедуру нужно провести как можно раньше после появления боли при инфаркте, поскольку она позволяет восстановить кровоток в сердечной мышце, а значит, уменьшить последствия инфаркта, а значит, улучшить прогноз. После операции мужчину доставили обратно в реанимацию, и на кардиограмме мы уже сразу увидели существенное улучшение. Все события произошли буквально за 3 часа. В час ночи мужчина почувствовал боль и вызвал скорую, а в 4 утра он уже лежал в реанимации с установленным стентом. Предугадывая вопрос, зачем было устанавливать стент, если тромб бригада скорой уже растворила, отвечаю, при инфаркте просвет сосуда закрывается образованием, состоящим из бляшки, которая ранее постепенно и очень длительно увеличивалась в размерах, тромба, который присоединился к нестабильной бляшке и полностью закрыл собой просвет сосуда сердца. Если тромб растворить, просвет сосуда станет более проходимым. Но причина инфаркта, эрозировавшаяся бляшка, останется на месте, и она в любой момент может снова эрозироваться и опять притянуть к себе сгусток тромбоцитов, тромб. Поэтому тромболизис – это хорошо, но без коронарографии и стентирования, увы, никуда. После операции мужчина немного успокоился и начал задавать логичные вопросы о том, почему же у него случился инфаркт, который, по его мнению, является болезнью пожилых людей. Теперь мы поговорили поподробнее, и во время разговора удалось выяснить, что мужчина регулярно курит вейп. Пациент даже не смог ответить, сколько раз в день его курит, потому что он парил всегда, когда возникало желание. И при этом он искренне считал себя некурящим. Ведь вейп в его понимании – это нечто безобидное, просто ароматный пар, лишенный смол и других ядовитых компонентов по сравнению с сигаретами. Причем использовал он составы с повышенным содержанием никотина, которые, по его ощущениям, давали больший эффект. Сложно сказать точно, какой вклад употребление вейпа внесло в состояние данного пациента. Но очевидно, что длительное употребление никотина здоровья сосудам не прибавило. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!